Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой. Это канал вязания. Сегодня хочу вам предложить вот такой модный пуловер, очень красивым узором, ажурным. В общем-то, вяжется на одном дыхании узорчик, но реально оригинальный очень узор. Я такой еще не встречала в своей практике, поэтому сам образ этой модели, в общем, такой завораживающий, приятный, да. Цвет такой очень модный, трендовый, я бы так сказала, рыженький. Я думаю, что данная моделька подойдет на любую фигуру. Мы будем сегодня с вами разрабатывать описание на 6 размеров от 42 до 52 размера. Итак, первое, что мы всегда делаем, это выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала очень хорошую пряжу, стопроцентный меринос, Картапу Лана Мерина, 50 грамм, 150 метров. Такая очень хорошая, вот видите, написано 100% шерсть вол, лана, супер шерсть. В общем, пряжа, что тут еще есть интересного. На этикеточках цвет у меня часто спрашивают. Смотрите, К1834 аж такой сложный получается название. Ну, здесь рекомендации. Модель Турция. Турецкая пряжа просто необычайной мягкости и качество очень красивое. Ложится в полотно. Вязать одно удовольствие. Ниточка, посмотрите, средней толщины, отличной скруточки. Она еще такая какая-то упругая, знаете, очень приятная в вязании. И полотно мягчайшее, просто мягчайшее, средней такой толщины получается полотно. И, как видите, узор. Два раппорта у меня связаны в ширину и высоту. И вот вы видите, что получается. Дырочек мало, полотно плотное и в то же время ажурная. То есть это большая редкость, на мой взгляд. Часто очень ажурные узоры содержат большое количество вот этих дырочек, да, и оно такое получается дырчатое, прозрачное полотно. А здесь, смотрите, много плотного всего, да, и, в общем-то, красиво очень ложится узор, необычно. Мне очень понравилось вязать его. Он не сложный, несмотря на то, что 28 рядов в высоту, но он вяжется очень легко и можно даже запоминать, я думаю. 3,5 номер спиц у меня. И вот такой вот, еще раз вам показываю, полотно. Приближаю, вяжется очень-очень-очень, девочки, удобно и легко этот узорчик. Возьмите себе на заметочку, даже если не будете вязать этот джемпер. Пригодится. Ажур интересный, и я его впервые вижу. В общем-то, не заезженный, так скажем, узор. Давайте посмотрим схему этой. Вот так выглядит схема узора. Раппорт узор выделен стрелочками, составляет 18 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Условные обозначения довольно простые и понятные, привычные для нас, я бы так сказала. Если кому интересно, я могу их как бы немного заострить внимание на них. Смотрите, кружочек – это накид, треугольничек – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, пустая клеточка – это лицевая, а горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такие наклонные черточки вправо-влево, соответственно, это наклон 2 вместе лицевой с наклоном влево, и этот зеркальный наклон, черточка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все. На этом все условные обозначения заканчиваются. Давайте посмотрим выкройку. Вот так выглядит выкройка
модели. Значит, отдельно вяжем спинку перед и рукав, и все это дело сшиваем. У нас V-образный вырез горловины, который мы будем сегодня с вами подробнейшим образом рассматривать, как сделать расчет этого скоса, что по рукаву, что по вырезу горловины. Кому интересно, оставайтесь на канале. Выглядит все время описание, которое мы с вами составляем вместе. И я его выкладываю затем под видео. Смотрите, размеры российские будут у нас сегодня использоваться на выкройке 42, 44, 46, 48, 50, 52. Пряжу вы уже посмотрели. Общий расход пряжи будет у нас на самый маленький размер 400 грамм, на второй размер 450 грамм и на третий размер 550 грамм. Спицы мы используем 3,5 и, в общем-то, написал я крючок 3,5. Ну, просто про обвязку горловины здесь можно было бы обвязать крючком, но я потом изменила и сделала, что давайте сделаем как у модели. Обвязочка у нас будет 3 ряда лицевой глади и 1 ряд изнаночный, и потом закрываются петельки. Плотность вязания у нас с вами определяется в процессе. Когда мы свяжем образец, я показываю, как рассчитать эту плотность. Так, описание вязания составляем мы тоже с вами вместе под камерой, да, как бы я вам рисую схематично, сколько петелечек у нас с вами набирается, мы рассчитываем, и затем я рисую схему, как располагаем узорчики. Объясняю подробнейшим образом, почему именно столько петелечек у нас здесь, почему именно здесь столько петелечек, то есть все эти нюансы мы с вами разбираем. Так, для чего нужна вертикальная плотность, я тоже заостряю внимание. Как посчитать петельки на горловину, как посчитать петельки на плечи, тоже мы с вами сегодня будем разбирать в этом мастер-классе. Так, ну и, соответственно, про скос, который часто вызывает вопросы у новичков вязания. Как правильно сделать расчеты выреза горловины, как правильно сделать расчеты скоса рукава. В общем, все эти моменты, все эти нюансы мы с вами сегодня будем изучать. И на основе этих нехитрых формул вы затем, девочки, спокойно сможете сделать расчеты других моделей каких-то, да, то есть там один принцип. С помощью плотности мы с вами вот эти все построения делаем. Так, ну и в общем-то, давайте с вами приступим к вязанию образца. И все по порядочку будем разбирать. Вяжем с вами по схеме. 18 петель раппорт у нас в ширину. Будем набирать с вами 39 петель. И если вы хотите связать 2 раппорта, как я. Если хотите один раппорт, 18 петель плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные набираем. Итак, значит, вяжем первый ряд с вами. Я уже связала один раппорт. Вот так он у нас смотрится в высоту. И у меня 2 раппорта в ширину. Так, буду показывать вам, девочки, один раппорт. Первый ряд. Кромочную снимаем. Первая изнаночная идет. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я петельки меняю местами. У меня первая петля за работой, вторая поверх нее накидывается, потому что бабушкиным способом я вяжу петельки. Если вы привыкли классически, вяжите как вам удобно. Это ни на что не влияет. Главное выполнить данный элемент. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее вяжем накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Смотрите внимательно. Я меняю первую и вторую петельки местами так, чтобы у меня вторая оказалась поверх первой. И 3 вместе лицевой вяжу. Далее делаем накид. Опять 3 изнаночные. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево.
лицевая. Связали раппорт узора. И для симметрии, если вы вяжете один раппорт, вяжете для симметрии еще изнаночную с левой стороны, крайне левую петлю. Так, я второй раппорт показывать не стану, он также далее идет повторение, да, опять изнаночная и так далее, по схеме смотрите. Теперь про второй и все четные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Третий ряд. Первая кромочная, вяжем изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Далее 3 лицевые по центру, 1, 2, 3. Опять 3 изнаночные, 1, 2, 3. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Вяжем для симметрии, если у вас один раппорт, изнаночную петлю слева. Пятый ряд вяжем. Первая изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первой, второй петельки я меняю местами, вторая у меня поверх первой. И 3 вместе вяжу одной петлей лицевой. Опять накид, 3 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, связали раппорт узора. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт. 9-й ряд вяжем. Изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первая, вторая петельки меняю местами, вторая поверх первой, 3 вместе провязываем лицевой, делаем накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали раппорт узора. 11 ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. 13 ряд вяжем. Первая изнаночная петля, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 изнаночные, 1, 2,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, связали раппорт. 15 ряд вяжем. Итак, у нас с вами первая идет изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, лицевая. Раппорт связали. 17 ряд вяжем. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2, связали раппорт узора. 19 ряд. Вяжем изнаночная первая петля, 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, 3 лицевые еще раз, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, связали раппорт узора. 21 ряд вяжем. Изнаночная, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, по центру изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, связали раппорт узора. 23 ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2, по центру изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, связали раппорт узора. 25 ряд. Изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, по центру изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2, связали раппорт. 27 ряд. Изнаночная первая, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, раппорт связали. Смотрите, девочки, 28 ряд вяжем, как смотрят петли, и на этом раппорт заканчивается, и мы будем делать с вами влажную тепловую обработку образца, повторять раппорт с первого ряда. Горячим паром вот таким образом я обдаю наш образец. Он становится очень горячим, таким податливым, влажненьким, да. Давайте его потянем в разные стороны. Вертикально его подтянем, горизонтально его потянем. Так, края тоже обязательно горячим паром выравниваем. Так. Вот таким образом мы с вами его выпрямили, да? Смотрите, он у нас расправился. Классный такой стал. Четко видно все. Так. Оставляем его сохнуть в таком расправленном виде. Далее будем делать замеры плотности. Берем линеечку, девочки, измеряем ширину образца. Так, у меня 18,5 сантиметров получается. Я набирала 39 петель. 39 я поделю на 18,5. И получается 2,1 плотность. Давайте запишем. В 1 сантиметре у нас получилось 2,1 петля умещается. Теперь по вертикали. По вертикали также замеряем ширину, вернее высоту, получается, образца. Так, высота у меня получается 20,5. 20 все-таки с половиной. И здесь 2 раппорта по 28 петель в высоту. 28 умножить на 2. 56 поделим на 20 с половиной. Все-таки 20 с половиной. Поделим на 25. Получаем вот такая большая плотность. 2,7. Запишем в 1 сантиметре 2,7 ряда умещается. И теперь, девочки, будем с помощью выкройки вот этих наших цифр, которые мы сейчас получили, составлять описание на разные размеры. Вот такая у нас, девочки, с вами будет выкройка. И размерчики у нас с вами будут, как всегда, 6, значит, 42, 44. С шириной переда и спинки 48 сантиметров. Дальше у нас будет идти размерчик 46, 48 с шириной спинки 53 сантиметра и 50-52 размер российский, соответственно. Это будет ширина 57 сантиметров. Так, и давайте с вами сразу определяем количество петель, которые будем набирать. И здесь вот такая вот есть особенность выкройки. Смотрите, автор составил специально вот таким образом, что у нас по центру идет целый раппорт 18 петель, а видите, справа и слева идут, как он рекомендует, делать, вязать раппорты, распределить. То есть у нас тут с вами 13 петель перед раппортами. Затем вяжется нужное количество раппортов в центре. И завершать будем 14 петлями за раппортом. Ми. То есть крайне левые и крайне правые части узора у нас присутствуют. Но не на все размеры. Сейчас я вам все подробно объясню. Итак, распределяем петли. Вернее, вначале определяем их количество.
48 сантиметров умножаем на нашу плотность по горизонтали, которую мы с вами вот только что определили. Кстати, 2,7. Так, 2,1 целая. Так, умножаем на 2,1 петель. Получаем 101 петля. Видите, да? Запишем. 101 петля. Второй размер у нас идет. Ширина у нас идет 53 сантиметра на плотность 2,1. Получаем 111 петель. Записали. И третий размерчик у нас идет 57 сантиметров ширина умножить на плотность 2,1. Это будет 119 петель, девочки. Сразу говорю, должно быть нечетное, ничего мы в сторону 120 не округляем. Должно быть нечетное число, потому что, помните, мы для симметрии добавляли сами одну петлю слева, одну изнаночную. Так, и теперь распределяем с вами узорчики. Для этого число петель в раппорте 18 мы с вами делим, чтобы получить на общее количество петель, да, чтобы получить сколько целых раппортов. Итак, 101 петля у нас всего для первого размера. Делим на 18 петель, число петель в раппорте. Получаем, смотрите, вот такое число 5. И здесь вот сейчас я вам расскажу нюанс. Видите, схема такая интересная, да? Здесь, в общем, будет вот так располагаться. Рисую схематично. Представьте, что это ваш наборный ряд. Вот после резиночки вот у нас распределяются ажурные узоры. По центру будем с вами вязать 4 раппорта по 18 петель. 18, 18, 18, 18. Крайне правые у нас будут с вами 13 петель по схеме. И крайне левые 14 петель по схеме. Вот эти, видите, да? И, конечно же, кромочная. Одна справа, одна слева. Итого, девочки, у нас с вами получится в сумме 101 петля. Давайте посчитаем. 18 петель умножить на 4 раппорта. Это 72 петли. Плюс по схеме 13 петель по схеме первые. Плюс 14 петель по схеме следующие. Получаем 99 петель плюс 2 кромочные. Получаем 101 петля, которая нам и требовалась. Так? Согласны? Все, отлично. Второй размер. В втором размере 111 петель поделим на 18, получим 6 целых раппортов. Ну вот мы как раз так и сделаем с вами. Для 46-48 размера схематично распределение узоров будет следующим образом выглядеть. Одна кромочная справа, 6 раппортов подряд, 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 18 петель. Мы игнорируем эти петли, которые у нас идут по схеме крайне правые, крайне левые. Чисто раппорты вяжем. Здесь у нас идет для симметрии одна изнаночная с левой стороны, которую мы с вами и вязали, когда вязали, да, образец узора. И кромочная, соответственно, тоже с левой стороны. Смотрите, считаем. 18 петель на 6 раппортов. 108 петель. Плюс 1 петля слева изнаночная для симметрии. И плюс 2 кромочные. Получаем из суммы 111 петель. Вот еще раз вам показываю. Вот таким образом у нас укладываются узоры для 46-48 размера. Теперь третий размер у нас идет 50-52. Здесь то же самое. Смотрите, рисую схематично. Начало распределения узоров. Да, представьте, что это ваш наборный ряд. И здесь у нас будет следующее. 119 петель. Даже могу вам устно сказать. Смотрите, мы просто добавляем один раппорт. 101 петле добавить 18 петель, получим 119 петель. Видите? То есть это будет то же самое, что мы для 42-44 предусматривали. Только по центру будет не 4 раппорта, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, рисую. То есть крайне правые у нас 13 петель по схеме. Затем 5 раппортов подряд по 18 петель идут. 1, 2, 3, 4, 5 по 18. Затем у нас идут с вами 14 петелечек по схеме крайне левые. И, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Итого 119 петелечек. Вот так
я предлагаю распределить узоры для 50-52 размера. Так, с этим все тоже понятно, да? Теперь далее. Ну, поскольку выкройка очень простая, спущенный рукав, да, вот здесь у нас вот планка 9,5 сантиметров, вяжется резиночкой 1 на 1. И далее у нас идут с вами закрытие петель на определенной высоте. Здесь даже не предусматривается формирование выреза горловины по спинке. Вырез V-образный у нас будет формироваться только по переду. И я хочу ваше внимание обратить, как это исполнить красиво и правильно. Для этого мы сейчас с вами определим, сколько петелек у нас придется на вырез горловины и сколько петелек останется на плечи для всех размеров. Вот у нас стоит с вами величина, ширина на все размеры 9,5 сантиметров. Ширина — это полуширина, то есть это получается 19 сантиметров. Да? 19 сантиметров умножим с вами на плотность 2,1. Получим вот 40 петель. Но поскольку у нас с вами должно быть нечетное число, поскольку участвует в наборе нечетные числа, то мы напишем 41 петля. На вырез горловины приходит 41 петля. Далее. Теперь нам необходимо рассчитать скос, чтобы равномерно сделать убавки, да, вот этих петелек. Ну, устно считаем 2 скоса, на каждый скос придется по 20 петель. Вот я записала. Одна петля сразу в самом начале закрывается, чтобы нам не мешалась она. И мы с вами будем вязать отдельно каждую половинку, убавляя. Сейчас узнаем, в каком ряду у нас будут идти убавки. Смотрите, у нас высота скоса 20,5 сантиметров. Применяем вертикальную плотность, чтобы перевести наши сантиметры в ряды. В 1 сантиметре 2,7 ряда плотность. Поэтому мы с вами применяем вертикальную плотность 20,5 сантиметров, умножаем на плотность 2,7. Получаем, девочки, обычно берется четное количество рядов, 56 рядов. То есть высота нашего выреза горловины 56 рядов. Нам надо с вами убавить 20 петель. Для этого 56 рядов поделить на 20 петель. Получим, смотрите, вот такая величина у нас получилась, 2,8. То есть, ну, можно так сказать, приблизительно в каждом третьем ряду будем делать убавки. В каждом третьем, приблизительно. Там по месту разберетесь, девочки. По-другому ведь не получилось такого прям четкого. Так, и все, что остается у нас, остается на плечи. Тоже посчитаем, давайте. И по спинке, и по переду одинаковое количество петель остается на плечи. 101 петля у нас для первого размера. Отнимаем вырез горловины 41 петля, получаем 60 петель на плечи. У нас 2 плеча, делим на 2, на каждое плечо 30 петель. Аналогичным образом вы определяете количество оставшихся петель на плечи для других размеров. У меня получилось 35 на второй размер, 39 петель на 50-52 размер. Теперь обращаю ваше внимание на рукав. По низу рукава у нас идет с вами планка 4 сантиметра, то есть начинаем вязать с вами отдельно рукав. Планка 4 сантиметра. И, в общем-то, далее идет скос. Смотрите, определяем по низу у нас около планки 39 петель, будут распределяться в ажуры сразу вот таким образом. То есть у нас будет с вами 2 раппорта по 18 петель в центре и одна изнаночная крайне левая изнаночная для симметрии добавляется, и кромочная справа, кромочная слева. На все размеры вот такой вот у нас расклад идет узоров, и сразу же начинается формирование прибавок по скосу. Справа и слева одинаковое количество петель должно прибавляться. Самая широкая часть рукава я уже определила, это 87 петель. Вот смотрите, у нас с вами идет 20,5 сантиметров ширина половинчатая,
То есть это будет 41 сантиметр. Самая широкая часть рукава. Ну, получается на все размеры. И мы умножим с вами эту величину на плотность 2,1 по горизонтали. 86 петель. Поскольку у нас с вами участвует в узоре нечетное количество петель, значит надо, чтобы тоже было здесь нечетное 87 петель. Я записала, видите? 87 петель. И теперь из большого числа 87 петель отнимаем наши по низу рукава 39 петель. Делаем 87 петель, отнять 39 по низу рукавчика, получаем, всего прибавить надо будет 48 петель. И делим это все дело на 2 скоса. На каждый скос придется прибавок 24 петли. И их надо с вами нам равномерно делать. Для этого воспользуемся опять вертикальной плотностью. Смотрите. Стоит у нас мерка с вами. Общая длина рукава 41,5 сантиметра. Это по выкройке. Вы обязательно откорректируете эту длину под себя, девочки, потому что не надо слепо доверять тому, что тут вот такие стандартные мерочки идут, но, возможно, рост модели высокий, да, создавался. Поэтому особенно высоту нужно откорректировать. То есть вы сами прикиньте, какая вам нужна у спущенного рукава длина. Вот у нас 4 сантиметра идет планка, и потом получается из общей высоты рукава 41,5. Я отнимаю высоту планки 4, получается 37,5 сантиметров. Будет вязаться узор. И я эту величину умножаю на нашу плотность по вертикали 2,7, получаю 101 ряд. Ну, грубо говоря, 102 ряда. Да? Запишем 102 ряда. Чтобы было, ну, более правильно, так всегда пишут, четное количество рядов. Так, итак, на 102 ряда нам надо прибавить 24 петли. Для этого 102 ряда мы поделим с вами на 24 петли и получим, что в каждом четвертом ряду у нас будет делаться с вами прибавка. В каждом четвертом ряду. Вот, то есть справа и слева одновременно это делается. Так формируется скос рукавчиков. И на высоте, на общей высоте вместе с планкой, то есть от наборного ряда, давайте посчитаем общая длина рукава с применением также вертикальной плотности. Вот у нас 41,5 сантиметр, умножаем на плотность по вертикали 2,7, это будет 112 рядов, девочки. Общая длина рукава по моим сантиметрам по выкройке это 112 рядов. У вас, возможно, получится какая-то другая величина в рядах, потому что у вас, возможно, будет другая длина рукавчика. Да? Ну вот, собственно, все, что я хотела вам рассказать. Не игнорируйте вертикальную плотность. Любой размер, который у вас указан по вертикали на выкройке, переводите обязательно в ряды. Обязательно. Потому что после стирки всегда вязаное полотно вытягивается, и получается очень нехорошая ситуация, когда изделие получается длиннее, чем мы планировали, чем мы хотели бы. Да? Вместо джемпера получается туника и так далее, вместо туники платье. Чтобы этого не происходило, вот надо использовать эту вертикальную плотность. Тогда после стирки ваша модель, ваше связанное изделие будет вот так вот выглядеть, как вы, собственно, и задумывали. Я желаю вам, мои хорошие, удачи. Надеюсь, все, что я вам сейчас рассказала, все эти нюансы при составлении индивидуального описания вам стали понятны и доступны. То есть любой размер по выкройке переводим с вами в петли или в ряды и вяжем. Описание, которое мы с вами сегодня изучили, будет опубликовано под видео для вашего удобства на все размеры. Будет последственно каждое действие вашим выложено. Да? То есть все, что мы с вами сейчас попетельно разбирали, я объединяю единым текстом и размещаю под видео. Я желаю вам успехов. До новых встреч!